Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья Ксенчак. И сегодня, в день 8 марта, мне хотелось бы поздравить нас, прекрасную половину человечества, с этим замечательным праздником и затронуть тему того, почему женщина стала объектом сексуальным, который рассматривается в рекламе, и о том, почему стала популярна мода на прозрачность, на голое тело. Обо всем этом в моем сегодняшнем видео. Последние десятилетия, в 2010-х годах, стали популярными такие стили, как боди фэшн, это имитация или демонстрация наготы, и пижамный или бельевой стиль, это ношение в повседневной жизни предметов гардероба, которые стилизованы под интимную домашнюю одежду для сна. Например, стали популярными платья-комбинации, которые предлагают носить поверх рубашек или футболок, а женщины под жакетами в офис носят в том числе бельевые топы на тонких лямках. Почему же такое произошло и как случилось такое, что то, что было под запретом еще несколько десятилетий назад, сейчас стало обыденным, повседневным, и обнаженной полуголой женской фигурой никого не удивишь. Появление вышеописанных стилей в одежде обусловлены целым рядом факторов, и вот какими именно. Послевоенная ситуация. Первая мировая война имела множество последствий, в том числе и в моде. До 1910-х годов порядочная женщина и подумать не смела о том, чтобы показать хотя бы щиколотки. Юбки были тяжелыми, длинными, со множеством складок и оборок, в которых знатные дамы медленно передвигались. Крестьянкам же нужно было успевать в домашних хлопотах, поэтому их юбки были короче и проще по крою. Корсет был упразднен великим кутюрье Полем Пуаре. Сначала он предложил легкие платья, а затем варианты с открытой спиной, и это был первый шаг навстречу оголению. Длина юбки стала уменьшаться. В укороченном варианте попросту было удобнее работать тем женщинам, которые остались без кормильцев. Также после Первой мировой войны сократилось мужское население Европы, и поэтому женщины буквально стали бороться за внимание мужчин. Снижение влияния церкви и сексуальная революция. В начале 20 века Европа стала переходить от аграрного общества к индустриальному, вследствие чего возросла роль науки и ослабела роль религии, которая диктовала правила поведения. И, например, женщине до замужества запрещалось вступать в половые связи, запрещались аборты, запрещались разводы, но вот зато мужчинам почему-то церковь разрешала, к примеру, ходить по притонам, то есть те мужчины, которые были не женаты, они вполне могли ходить по проституткам, и в принципе ничего плохого в этом никто не видел. Но с началом движения эмансипе в 1920-х годах, когда женщины пошли работать наравне с мужчинами, тогда роль женщины в обществе стала переосмысливаться. В 1930-х годах Вильгельм Райх опубликовал книгу «Сексуальная революция», которая предлагала разрешить аборты и контрацепцию, сексуальное образование как профилактику венерических заболеваний. А в СССР на рубеже 1910-1920-х произошло полное сексуальное раскрепощение. Семья считалась пережитком прошлого, а отношение мужчины и женщины сводилось к инстинктивному удовлетворению потребностей. Эта идеология была остановлена Сталиным, провозгласившим семью главной ячейкой общества. А затем случились мировые войны, людям приходилось воевать, приходилось усиленно работать, тут уж было не до романтических отношений. А вот зато в конце 1950-х годов, уже после Второй мировой войны, когда экономическая ситуация в Европе стала стабилизироваться, к тому моменту уже появились надежные средства контрацепции, тогда женщины раскрепостились и в частности могли себе позволить оголиться. В 1960-х годах на пике сексуальной революции в моду вошла длина мини, благодаря сразу двум дизайнерам – Мэри Куант и Андре Курежу. В коллекциях Курежа мини появилась в 1961 году, но это были авангардные варианты. Мэри Куант предложила покупательницам мини-юбки в 1962 году, правда это были юбки длиной на 10 см выше колена. Еще короче юбка стала перед эпидемией СПИДа в 1980-х годах.
Также в 1960 году появились первые платья-комбинации, напоминающие ночные сорочки. Их популярности способствовали Кельвин Кляйн, Диор, Живанши и другие дизайнеры. Развитие рекламной, кино и порноиндустрий. Начало сексуальной революции ознаменовало собой появление индустрии порнографии, что, конечно, не было изобретением 20 века. Но популярность изображений порнографического содержания была настолько популярным, что этот прием решили взять на вооружение рекламщики и даже создатели фильмов. В 1910-х годах в эпоху немого кино появились первые секс-символы – Аста Нильсон, Теда Барра, Поло Негри и другие. Фильмы с их участием мгновенно становились хитами своего времени, обеспечивая коммерческий успех создателям. Но простого участия секс-символов было недостаточно, для них создавались откровенные наряды. Например, Теда Барра сыграла роль Клеопатры в 1917 году, снявшись в одной из сцен в платье с лифом, едва прикрывающим грудь. Образ сексуальной красотки активно стали эксплуатировать рекламщики. Они заметили, что такой образ женщин стимулирует на покупки, потому что они хотят быть похожими на девушку, которая в кадре. Ну и мужчины также охотнее покупали те продукты, которые рекламировали полуобнаженные девушки. В СССР, кстати, однажды провели такой эксперимент. Одну и ту же машину сфотографировали с женщиной, стоящей в прямой, простой позе, а затем даже женщина сексуально изогнулась рядом с автомобилем. Действенный оказался второй вариант. Стоит ли говорить, что чем обнаженнее женщина, тем больше получался эффект от рекламы? Так постепенно обнаженная женщина уже с начала 20 века стала обыденностью, и с экранов полуголые девицы сошли сначала на подиум, а затем и в жизнь. Появился стиль боди-фэшн, обтягивающие ткани, экстремально короткие длины, нюдовые расцветки и прозрачные ткани. Эпоха подглядывания. С приходом телевидения и интернета в каждый дом пришлось открыть свою личную жизнь не только звездам, но и каждому человеку. В 1990-х годах, когда появилась малогабаритная фото- и видеотехника, в Европе и особенно в Японии началась настоящая эпидемия подглядывания. Люди подглядывали за своими соседями, за людьми в транспорте, и это действительно большая проблема до сих пор. Телевизионщики решили использовать тягу людей интересоваться чужой жизнью, и на экранах появился формат реалити-шоу. Зарубежная находка нашла теплый отзыв в России, где даже старшее поколение, которое ностальгировало по жизни в коммуналках, с удовольствием стало смотреть подобные передачи. Появление хорошей камеры и фотоприложений на сотовых телефонах, таких как Instagram, привело к тому, что каждый стал выкладывать снимки своей жизни, а другие активно следить за новоявленными лайв-блогерами. Личная жизнь перестала быть личной, в связи с чем произошел новый бум на повседневное ношение стилизованной домашней одежды. Хотя еще в 1920-х годах дамы, предпочитающие маскулинный стиль гарсон, любили выйти покурить в объемной мужской пижамной куртке, а платья-комбинации носили в качестве вечерних платьев в 1960-х годах. Пик бельевого стиля начался в 2010-х годах. Дизайнеры предлагают не только демонстрировать нижнее белье под кружевными платьями, как это делают, к примеру, Доминика Дольче и Стефано Габбана, но и надевать в качестве выходных вариантов атласные пижамные костюмы, а под жакет в офис – кружевной топ на тонких лямках. Дизайнеры-авангардисты. Стоит упомянуть, что свою роль в переосмыслении женской одежды сыграли дизайнеры-авангардисты и особенно дизайнеры-деконструктивисты. Именно они ломали традиции, ломали стереотипы и шокировали публику. На обнажение женской фигуры большое влияние оказал французский дизайнер-авангардист Андре Куреш, о котором я уже вам рассказывала выше. По мнению дизайнера, женщина 1960-х не нуждалась в традиционном костюме предыдущего десятилетия, где царил стиль New Look, для которого были свойственны осиная талия и туфли на шпильке. Именно Куреш впервые шокировал французов мини-юбкой, платьем-комбинацией, перфорированным материалом, сквозь который было видно обнаженное тело.
Историк моды Александр Васильев прогнозирует, что в конце 21 века пойдет последнее табу, и мы с вами увидим обнаженного мужчину. Обнаженная мужская фигура станет такой же обыденностью и повседневностью, как и оголенная женская фигура, которая, к слову, стала поводом для критики, обвинений в объективации женской фигуры. В общем, да, феминистки выступают против того, чтобы в рекламе активно эксплуатировался образ именно обнаженной женщины. Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете по поводу всего вышесказанного, как вы относитесь к таким трендам, как бельевой, пижамный стиль и боди-фэшн. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то непременно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Наталья Ксенчак. Всем пока!